Все знают марку Toyota, но редко кто задумывался об истории этой марки. Сегодня я расскажу вам об этом. И начну я свой рассказ с основателя марки – Кичиро Тойоды. Кичиро Тойода родился в конце 19 века, 11 июня 1894 года в Японии, в префектуре Сидзуока. Свою мать Кичиро помнил плохо, ведь его родители развелись, когда ему было всего 2 годика. Отец вновь женился, и во втором браке появилась дочь Айка, сводная сестра Кичиро. К моменту появления Кичиро его отцу было 27 лет, но он уже заработал славу одаренного инженера. Родившись в бедной семье плотника, Тойода-старший изобрел ткацкий станок с ручным управлением, получил на него патент и основал свою компанию. Кичиро рос болезненным ребенком, но мечтал стать как папа, талантливым и успешным изобретателем. Его желание сбылось. От отца он унаследовал предпринимательские и инженерные таланты и не только продолжил семейное дело, но и преобразовал его в успешный автомобильный бизнес. Кичиро Тойода пошел в 1 класс в начальную школу города Нагоя, префектура Айти. Учебу продолжил в школе Мейва. Высшее образование получил в самом престижном японском вузе начала 20 века – Токийском императорском университете. В 1920 году Кичиро Тойода успешно окончил инженерный факультет по специальности машиностроения. Затем он продолжил образование в родном университете. С сентября по март 1921 года, чтобы поднатореть в управлении производством, обучался на юридическом факультете. Полученные знания Кичиро отрабатывал на отцовском предприятии Toyota Spinning and Weaving. Свое обучение Кичиро Тойода не ограничивает стенами университета. После окончания вуза выпускник совершает ряд деловых поездок, активно перенимая опыт иностранных коллег. В апреле 1921 года, приступив к работе на ткацкой фабрике отца, он уже в июле того же года вместе с сестрой Айко и ее мужем Рисабура отправляется в поездку в США, а затем в Англию. Кичиро впитывает новый опыт на текстильных фабриках Сан-Франциско, Лондона и Олдема. На предельном заводе братьев Плат в Олдеме он провел 2 недели. Его дневник за этот период содержит множество рисунков и подробных описаний технологических процессов. К примеру, чертеж конструкции автоматического ткацкого станка у Кичиро разместился на целых 7 листах. В 1922 году американская компания Whiting Machine Works привозит на ткацкую фабрику Toyota свои предельные машины. Для отладки оборудования и обучения его эксплуатации фирма направляет в Японию своих специалистов. Необходимость обучаться за границей для Кичиро отпадает. Он возвращается на родину, где на заводе отца перенимает опыт наладчиков из США. В 1924 году Сакичи Тойода изобрел первый в мире автоматический ткацкий станок типа G, в котором замена челноков производилась без прекращения работы самого станка. Кичиро отзывают из Китая в декабре 1924 года, чтобы он взял на себя запуск производства новых станков. Семейство Тойода решает выгодно реализовать патент на станок и сконцентрироваться на потенциале автомобильной промышленности. Это стало переломным моментом в жизни Кичиро Тойоды. На решение Кичиро заняться выпуском легковых авто во многом повлиял отец. Сакичи Тойода побывал в США в 1910 году и еще тогда решил, что будущее за автомобилестроением. Я не считал, сколько раз он спрашивал меня, буду ли я пытаться делать автомобили, вспоминал впоследствии Кичиро. Поэтому он вновь пакует чемоданы. Задачами его деловой поездки в США и Европу становится поиск покупателя на патент станка типа G и знакомство с автомобильным производством.
Командировка Киичиро Тойода началась в сентябре 1929 года. В США Киичиро посещает автомобильные фабрики. Завод Форда в Детройте производит на него сильнейшее впечатление. Патентные права на автоматический ткацкий станок типа G были проданы за 100 тысяч фунтов стерлингов. В 1930 году, вернувшись в Японию, Киичиро с командой инженеров приступает к созданию бензинового двигателя. Финансовое состояние компании Toyota Automatic Loom Works оставляет желать лучшего. Фирма уменьшила зарплату сотрудникам, уволила 21 работника. В этом же году основатель компании, отец Киичиро, скончался от пневмонии. После смерти отца Киичиро не стал главой фабрики. Компанией, как и ранее, управлял Рисабура, муж его сводной сестры Айко. В Японии существует практика, когда семейное дело наследуют некровные родственники. Киичиро Тойода убеждает Рисабура профинансировать исследования в области автопроизводства. С уважением к воле Сакичи, который разделял стремление сына заняться автомобилями, Рисабура соглашается инвестировать доходы предприятия в новое направление. Для изучения технологии литья Киичиро Тойода направляет в США главного литейщика, а сам с командой инженеров приступает к разборке «Шевроле». Да-да, первые шаги в автомобилестроении Японии делались именно так. Автомобили конкурентов разбирались на комплектующие, тщательно изучались и просто копировались. В мае 1935 года появляется автомобиль собственного производства Model A1. Он представляет собой гибрид технических решений, взятых у ведущих американских автогигантов General Motors и Chrysler. В 1938 году усовершенствованный прототип был запущен в производство под названием Model AA. Данная модель была разработана и изготовлена под личным руководством Киичиро Тойоды. Этот автомобиль отличался универсальностью конструкторских решений. К нему подходило большинство запчастей от Форда и Шевроле, что снимало вопросы ремонта и обслуживания. В декабре 1934 года Министерство торговли и военной промышленности Японии направляют Toyota Automatic Loom Works запрос на создание грузовых автомобилей. Скопировали легковушку, осилим грузовик. В марте 1935 года команда инженеров приступает к новому проекту, используя проверенный прием. Киичиро Тойода покупает грузовик Ford 1934 года выпуска, досконально изучив который, уже в следующем году выпускает собственный грузовик G1. Киичиро Тойода объявляет конкурс на создание логотипа компании, чтобы сделать бренд более узнаваемым. Поступило свыше 27 тысяч эскизов символики, из которых он выбрал логотип, сохранившийся и по сей день. При желании в логотипе Toyota можно рассмотреть иголку с ниткой, дань уважения к текстильной промышленности, с которой началась автомобильная история компании. Однако японцы вложили в эмблему автомобиля далеко идущую идею развития своего производства. Меньший эллипс – сердце клиента. Следующий эллипс – это уже сердце предлагаемого товара, то есть автомобиля. И все, что ограничено большим эллипсом, олицетворяющим постоянно развивающийся технический прогресс, который отождествляется с идеей новых возможностей и горизонтов. Одновременно с представлением логотипа компания объявила об изменении названия с Toyota на Toyota. Киичиро трансформировал свою фамилию, заменив «да» на «та». С чем это связано? Модифицированное название хорошо звучит на разных языках, а главное, его написание приносит удачу. Слово «Toyota», написанное азбукой катакана, состоит из 8 движений кисти, а цифра 8 считается у японцев приносящей удачу. А если бы Киичиро Тойода оставил в названии фирмы окончание «да», пришлось бы дополнительно записать еще 2 штриха над последним иероглифом. История успеха Киичиро Тойода печальна тем, что ему не суждено было застать расцвет собственной компании. В 1952 году
он снова был назначен на пост главы Toyota Motor, но, к сожалению, скончался в этом же году. Последние числа марта, прекрасное время цветения сакуры, стали трагичными днями для всех, кто знал талантливого управленца и инженера Киичиро Тойоду. Создатель компании не смог увидеть, как его предприятие достигает успеха. Имя Киичиро Тойода 19 июля 2018 года увековечено в зале автомобильной славы в музее Детройта. При открытии стенда в зале славы были произнесены следующие слова: Киичиро Тойода воплощал в себе предвидение и инновации, которыми обладает лишь ограниченное число людей на Земле. Сегодня автомобиль, выпущенный в Японии, считается синонимом понятия «качественный продукт». Но так было далеко не всегда. Именно Toyota Motor в свое время начала глобальный контроль за эффективностью производства и качеством продукции. Производственная система Toyota Production System разрабатывалась на протяжении 3 десятилетий с 45 по 75 годы и продолжает успешно совершенствоваться из поколения в поколение. Отлаженная производственная система помогла компании занять 15-е место в списке крупнейших публичных компаний мира. Объем продаж компании в 2019 году составил 272 миллиарда долларов, а прибыль – 17 миллиардов. Toyota входит в большую японскую тройку. Это неформальное название 3 японских автогигантов – Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Company и Honda Motor Company. Фундаментальные принципы, которые завещал основатель своей компании, заключаются в честном ведении бизнеса, развитии корпоративной культуры и стремлении к совершенству.